Для любой собаки сидеть на цепи, без движения, просто ужасно. Но еще более страшно, когда ее бросают одну без еды и питья. Увы, именно так и случилось с героиней нашего рассказа. Ее обнаружила одна добрая женщина совершенно случайно. Она однажды увидела пса, который был привязан большой цепью к заржавленному трейлеру. Бедная собака, увидев женщину, изнывала от голода и глядела на незнакомку несчастными глазами. И хотя некоторые прохожие и подкармливали изредка ее, проходя мимо, это был просто сухой хлеб. И при этом никто не заинтересовался вопросом, а почему пес сидит уже 10 дней, привязанный к одному месту, и нельзя ли ему помочь. А эта неравнодушная прохожая словно была послана песику самой судьбой. Она узнала, что его бросили потому, что он заболел. У собаки появилась какая-то серьезная болезнь, а хозяева не захотели питомицу лечить. Вероятно, у них не было достаточно для этого денег. Но не сажать же из-за этого собаку на цепь без еды и воды. Кто так поступает со своим питомцем? Еще женщина обратила внимание на то, что передние лапки у пса деформированы. Он как-то неуверенно, не твердо стоял на них, а сами лапы расходились в разные стороны. Однако, несмотря на все это, собака была доброй и ласковой. Когда женщина ее погладила, псина была этому очень рада. Женщина связалась со спасателями, все им рассказала. К сожалению, местный приют был уже переполнен одинокими и брошенными собаками. Но не помочь новой, да еще покалеченной собачке волонтеры никак не могли. Они стали думать, как быть, и тут женщина, учитывая эту непростую ситуацию, предложила забрать собаку к себе. Так и поступили. Для нового жильца она приготовила небольшую клетку, причем дверь в нее не закрывалась. Так что собака могла в любую минуту выйти, чтобы не ощущать, что она в одиночестве, изолированная. Еще женщина часто ее гладила, давая понять, что с ней всегда рядом хорошие люди. А в мисках теперь постоянно была пища и питье. Позже пса повели на прогулку. Он начал бегать по саду. При этом его искривленные лапы ему ничуть не мешали. Собачка, правда, несколько робела при виде людей незнакомых. Но самое главное, она радовалась тому, что уже не сидит на цепи. Давайте надеяться на то, что с этой натерпевшейся горя собакой и впредь все будет нормально и даже очень хорошо.